Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания спицами оригинального двухстороннего узора, который в принципе выполняется резинкой 2 на 2 с перемещением петель. За счет этого данный узор напоминает соты. Вязать таким узором можно любые изделия, как прямыми рядами, так и рядами по кругу. При этом в данном видео я покажу вам несколько способов, как выполнять перемещение петель. Вы выберете оптимальный и удобный для вас, в котором вы будете выполнять вязание данного узора. И в конце видео я вам покажу, на что обращать ваше внимание при вязании этим узором изделий по кругу. А также при вязании данным узором обращайте ваше внимание. Лицевые ряды начинаются тогда, когда хвостик нити находится здесь. А изнаночные ряды начинаются тогда, когда хвостик нити находится здесь. И перемещение петель выполняется только в лицевых рядах. При этом лицевые петли всегда перед работой, а изнаночные петли за работой. Схема вязания данного узора выглядит так. Для вязания таким узором следует набирать количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные петли. Для вязания данного узора я набирала общее количество 30 петель. Вязание первого ряда узора. Кромочная петля, снимаю ее. 4 петли, раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, 1, 2, 1 изнаночная петля. Раппорт узора повторять необходимое количество раз. И дальше по сути повторяется изнаночная 1, изнаночная 2, лицевые 1, 2, изнаночными 1, 2. Так вяжем ряд до конца. В завершении ряда 2 лицевые, 1 изнаночная и кромочная петля изнаночной. Вязание второго ряда узора, а также всех следующих изнаночных рядов выполняются все петли по рисунку. При этом первая кромочная снимается не провязывая, а последняя кромочная вяжем ее изнаночной петлей. Первую петлю снимаю и далее смотрим. Петля открытая, вяжем ее лицевой. Петля с бугорком, изнаночная петля, здесь тоже бугорок, изнаночная петля, петля открытая, лицевая петля, лицевая петля, изнаночная, изнаночная и так далее. Так выполняются все изнаночные ряды. Вязание третьего ряда узора. В этом ряду будет перемещение петель. И сейчас я вам покажу 3 способа, которыми можно выполнять вязание данного ряда. При этом обязательно запомните, лицевая петля должна быть впереди. Итак, первый вариант. Кромочную петлю снимаю, на дополнительную спицу беру изнаночную петлю, оставляю ее за работой. Следующая петля лицевая. Изнаночную петлю возвращаю на рабочую спицу. Вяжу ее изнаночной. Лицевая петля, беру ее на дополнительную спицу перед работой. Следующую петлю вяжу изнаночной. Лицевую петлю возвращаю на рабочую спицу. Вяжу ее лицевой. Второй способ. Лицевая и изнаночная петля. Лицевую петлю подхватываю перед работой. 2 петли опускаю на левую спицу, возвращаю изнаночную петлю. При этом лицевая петля перед работой. Лицевую петлю возвращаю обратно на левую спицу. И выполняю вязание. 1 лицевая петля, 1
изнаночная петля. Первая лицевая, вторая изнаночная. Также поменять их местами. Изнаночную петлю подхватываю спицей с изнаночной стороны. Подхватила, 2 петли опустила, на левую спицу подхватываю лицевую петлю. Обратите внимание, лицевая петля перед работой. Возвращаю на левую спицу изнаночную петлю. И теперь их вяжу. 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. Еще раз раппорт узора и третий способ. 2 петли опускаю сразу, изнаночную петлю подхватываю. Так, лицевую подхватываю. И обратите опять внимание, лицевая петля перед работой, изнаночная за. И вот, лицевую возвращаем обратно, вяжем 2 эти петли. Лицевая петля, изнаночная петля. 2 петли опускаю. На левую спицу вначале возвращаю лицевую петлю, правой спицей подхватываю изнаночную. Также вот смотрите, лицевая впереди, изнаночная сзади. Изнаночную петлю возвращаю, вяжу их, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. И таким образом повторяется раппорт узора до конца ряда. Кромочная петля изнаночной петлей, затем 4-й изнаночный ряд, все петли по рисунку. Вязание 5-го ряда узора. Кромочную петлю снимаю, раппорт узора. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля. Затем раппорт узора повторяем. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 1, изнаночная 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вязание 5-го ряда заканчивается 1 лицевая, кромочная петля, изнаночный. Следующий изнаночный 6-й ряд, все петли по рисунку. Вязание 7-го ряда узора. Первую петлю снимаю, это петля кромочная. Первый способ вязания. Лицевая петля, беру ее на дополнительную спицу, оставляю перед работой. Следующую петлю вяжу изнаночной. С дополнительной спицы возвращаю лицевую петлю на рабочую спицу. Вяжу ее лицевой. Далее петля изнаночная. Оставляю ее на рабочую спицу за работой. Петля изнаночная. Лицевую следующую петлю вяжу. На рабочую спицу возвращаю изнаночную петлю. Вяжу ее изнаночной. Повторяю раппорт узора. Первая петля лицевая, значит следующую изнаночную петлю подхватываю за работой. Спускаю 2 петли. На левую спицу вернула лицевую петлю и вернула изнаночную петлю. 2 петли поменяла местами. Вяжу 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. 2 петли поменять местами. Лицевую подхватываю правой спицей. С левой спицы 2 петли спускаю, на левую спицу одеваю вначале изнаночную петлю, затем возвращаю лицевую петлю и выполняю вязание. 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Вязание раппорта узора. Третий способ. 2 петли спускаю с левой спицы, подхватываю лицевую петлю на левую спицу, а затем подхватываю изнаночную и также ее возвращаю на левую спицу.
Также 2 петли поменяли местами. Теперь вяжем их. 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. 2 петли поменять местами. С левой спицы их спускаю. На левую спицу подхватываю в начале изнаночную петлю. Затем правой спицей подхватываю лицевую петлю. Одеваю ее, возвращаю на левую спицу и выполняю вязание. 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. И также выбирайте удобный для вас способ и выполняйте вязание с 7 ряда до конца. В завершении 7 ряда кромочная петля, изнаночный. Затем вязание 8 ряда, все петли по рисунку. Выполнив вязание 8 рядов, далее раппорт узора вяжем высоту необходимое количество раз. При вязании данным узором по кругу обращайте ваше внимание на количество протяжек. Вот смотрите, подхватываю протяжки, ряд с перемещением петель и 1 ряд изнаночный сейчас у меня провязано. Ряд с перемещением и 2 ряд. 2 ряда провязано. А тут, смотрите, ниже опускаюсь, поднимаю протяжки, ряд с перемещением, изнаночный ряд, 1 лицевой ряд, 1 изнаночный. То есть перемещение петель выполняется в каждом 4-м ряду. На это и стоит обращать внимание при вязании данным узором изделий по кругу. Ставьте класс к этому видео, пишите свои комментарии. А если хотите быть в курсе всех моих новых видео, подписывайтесь на мой канал и вступайте в наши группы в социальных сетях. Тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Применяйте данный узор с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!